Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 24 декабря. Сегодня у нас с вами воскресенье. Обращаем ваше внимание, что у нас с завтрашнего дня последняя неделя в этом 2023 году. Поэтому обязательно постарайтесь максимально на этой неделе сделать все то, что вы запланировали. И постарайтесь за эту неделю отдать долги, уделить внимание своему дому, своей кухне. Обязательно подумайте о том, чтобы сделать и генеральную уборку у себя в офисе, в своем кабинете, на своем рабочем столе. Если у вас производство, то постарайтесь максимально убрать там, где вы работаете, потому что 2024 год каждому из нас нужно встретить только в изобилии, только в достатке и в благополучии. Обращаем ваше внимание, что сегодня по лунному календарю у нас с вами 12 и 13 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Телец до 11 часов 14 минут. Далее переходит в знак зодиака Близнецы. Сегодняшний день он такой будет, знаете, двойственный, и некоторые ситуации, к сожалению, будут время от времени повторяться и будут проявляться какие-то старые проблемы. Вот здесь ваша задача стараться быть мудрым, стараться смотреть на те или иные ситуации без крика, без шума, без скандалов, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Сегодня даже будет это кто-то специально делать. Также сегодня не тратьте время на сбор бесполезной информации. К сожалению, есть люди, которые считают, что подбрасывая вам те или иные идеи, информацию, вы должны повестись и как-то поменять то ли ситуацию, то ли что-либо. Ни в коем случае этого не делайте, потому что это бесполезная для вас информация, и она может загромождать ваш и ум, и мешать вам увидеть вот то, что вам нужно и сделать. Также сегодня некоторым людям даже вот сложно будет сделать выбор, поэтому если сегодня перед вами стоит какой-то выбор, что-то нужно сделать, осуществить, и вы в какой-то степени не знаете, как вам поступить, не рвите сердце, сделайте паузу, остановитесь немножко, и уже чуть дальше, чуть позже у вас обязательно получится, и вы поймете, как вам нужно делать. Вообще постарайтесь сегодня избавиться от груза прошлого, от того, что вам мешает двигаться, что вам мешает идти вперед. Также продумайте то, чтобы вы хотели бы делать в сам Новый год. С кем встречать, как встречать, что должно быть на столе, как его украсить и так далее, и так далее. Потому что очень часто бывает так, что последняя неделя, вы знаете, она у одних людей достаточно быстро пробегает, а у других людей достаточно долго. Поэтому в любом случае вы должны вот последнюю неделю быть только в позитивном ключе. Даже если вам пытаются кто-то испортить настроение, сделать какие-то гадости, даже если вас увольняют в последнюю неделю года, многие, к сожалению, могут расстраиваться, или кто-то решил отношения порвать, или кто-то решил вообще изменить свою жизнь, и вас не поставили в известность. Ваша задача принять это с благодарностью и знайте о том, что обязательно Вселенная вам поможет и все это реализовать и сделать. Главное, чтобы вы не отчаивались. Обращаем ваше внимание, что касательно бизнеса, что касательно денег, то сегодня что-то начинать все-таки не стоит. Отложите уже реализацию на более другое благоприятное время. Обращаем ваше внимание, что это время не за горами. В то же время не бросайте ранее начатые дела. Также сегодня можно проводить финансовые операции и заключать краткосрочные сделки. У людей, чья деятельность связана с торговлей, может проявиться перспектива быстрого роста. Даже сегодня у некоторых людей могут проявляться какие-то новые предложения. Сегодня могут вам даже позвонить, пригласить вас на собеседование и так далее. Вы должны в первую очередь интуитивно чувствовать, нужно ли вам это. Также сегодня, к сожалению, могут напоминать о себе какие-то нерешенные проблемы, ситуации. Очень важно сегодня вот на них не заострять свое внимание и не стремитесь сегодня выяснять отношения, потому что это ни к чему не приведет. Люди сегодня друг друга не слышат.
К сожалению, сегодня энергия дня, она будет неблагоприятна для тех, кто ссорится, кто конфликтует, кто пытается из мухи сделать слона. Знаете, в вашей ситуации у вас ничего не получится, вы только сами себя, знаете, будете обижать, вы будете злиться, вы будете давать вот эту энергию, но ничего другого более адекватного, нормального в вашей жизни не будет. Также сегодня хорошо общаться с коллективом, с людьми, своими друзьями, знакомыми, подругами, обсуждать. При этом можете обсуждать те темы, которые раньше, возможно, вы боялись или не хотели. У вас все это будет получаться. Кроме того, пожалуйста, не будьте сегодня напористыми и не спешите принимать какие-то поспешные выводы. Даже если вы считаете, что вот все понятно, все ощутимо, все и так далее, не спешите. Сегодня не тот день, чтобы это делать. Также постарайтесь сегодня уединиться тет-а-тет с самим собой, пообщаться, возможно, уделить внимание, возможно, почитать какую-то книгу, журнал, но сегодня постарайтесь как можно меньше глазеть в телефоне. Помните о том, что нужно хоть чуточку научиться себя любить. Это очень важно. Также сегодня будьте, пожалуйста, внимательны, когда вы общаетесь с людьми. Почему? Потому что с некоторыми людьми вы можете попасть под их влияние. При этом это произойдет настолько спонтанно, настолько быстро, что вы даже не увидите, как это произойдет. Также, если у вас есть какие-то конфликты с родственниками, с близкими людьми, постарайтесь их уладить и постарайтесь решить накопившиеся бытовые проблемы. Также очень важно, что вы прислушивались к своей интуиции, да, очень часто люди не готовы слышать интуицию, потому что многие думают, ой, это не со мной, так не может быть и так далее. Здесь вы не правы, и вам нужно все-таки подумать, как вы можете поверить в себя, потому что ваша интуиция – это ваши ангелы-хранители, это высшие силы, которые стоят на страже вас и пытаются постоянно вам помочь. Что же касательно здоровья, то болезни этого дня могут быть длительными, но хорошо сегодня усваиваются лекарства и косметические средства. В этот день можно удалять пятна, родинки, убирать морщины. Также сегодня рекомендуется проводить процедуры по омоложению и очищению. Но в этот день, 24 декабря, ни в коем случае нельзя голодать, потому что желудок в этот день требует нагрузки. Что же касательно стрижки волос, то стрижка в этот день будет удачной, она придаст свежесть и привлекательность, более того, может даже принести счастье в вашу жизнь, поэтому обязательно записывайтесь к своему мастеру и обязательно делайте стрижку. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо работать с молитвами, при этом с теми молитвами, которые вы знаете. Может быть такая ситуация, что вот мы сейчас с вами проговорили, да, вы захотите пойти, возможно, в храм, в церковь. Обязательно посмотрите, возможно, вы хотите купить икону Божьей Матери. Если есть такое желание, обязательно это сделайте. Также обращаем ваше внимание, сегодня хороший день для того, чтобы запланировать все эти задачи, цели, которые вы сделаете на этой неделе, на последней неделе 2023 года. Как вы видите, достаточно быстро 2023 год пролетел, и у нас в этом году очень много было интересных событий. Иногда даже казалось, что ну вот все, сейчас что-то произойдет, что-то и так далее, но вы знаете, все было достаточно хорошо. Поэтому и следующий 2024 год, если вы также будете слышать наши советы между строчек, сразу вам хотим сказать об этом, по-другому никак, потому что все-таки есть цензура, и вы сможете обязательно достичь и успехов, и обойти те острые углы, которые будут на протяжении всего следующего года. Также сегодня хорошо подумать о том, чтобы, например, повысить уровень своего образования, возможно, пойти на семинары, какие-то курсы, тренинги, у каждого это будет свое. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо общаться с начальством, обсуждать любые вопросы, и обращаем ваше внимание
Если у вас сегодня действительно встреча с руководством, постарайтесь обсудить и глобальные вопросы, и вопросы, которые касаются именно лично вас и которые вас интересуют. А вот касательно смены места работы, сегодня, к сожалению, по лунному календарю один из худших лунных дней для смены работы. Поэтому, если вам сегодня звонят и приглашают на собеседование, постарайтесь перенести на другой день. Ну а если вы идете на собеседование, будьте внимательны, будьте осторожны, подготовьтесь, узнайте, какие могут вопросы вам задаваться, если, например, вы на собеседовании еще несколько человек, и будьте, конечно же, внимательны. Что же касательно недвижимости, то сегодня именно можно планировать сделки с недвижимостью. Каких-то активных действий сегодня делать не стоит. Сегодня также неблагоприятный день для зачатия, обратите на это внимание, а физическая нагрузка в этот день не повредит. Для домашних дел не подходит, поэтому сегодня не стоит что-то делать глобальное, ту же генеральную уборку и так далее. Что же касательно снов, то сны – это один сегодня из способов понять, что вас беспокоит. Сновидения, конечно же, правдивы, и они отражают проблемы, которые вам надо решать, и при этом стараться вам решать, если вам действительно такие сны приходят в самое ближайшее время. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 24 декабря. Итак, друзья, карта, которая выпала на этот день, звучит следующим образом. Абстрагируйтесь от ситуации. То есть вы запутались в какой-то ситуации в том моменте, в котором вы оказались, и вы, соответственно, не можете смотреть на все объективно. И вот карта, которая нам с вами выпала в этот день, говорит о том, что пришло время сделать шаг назад, сделать паузу и постараться размыслить, постараться подумать, что и как вам нужно сделать. Возможно, вам нужно абстрагироваться от тех людей, которые есть в вашем окружении, которые несут негатив, которые несут разрушение. Также подумайте о том, что, возможно, вам нужно что-то поменять в своем поведении, в своем отношении, и это удержит вас от защитной реакции. И очень важно, что в этот день, сегодня, 24 декабря, все ваши действия были связаны с любовью, с мудростью, с терпением. Да, это очень сложно, особенно когда люди имеют другое понимание, другое восприятие, но все же. Также, если вы видите, что люди раздражены, не спешите с ними общаться, не спешите выводить какую-то важную информацию во внешний мир. Значит, не пришло еще время. И, конечно же, сегодня очень важно, чтобы вы то есть вы слушать можете советы, рекомендации других людей, но именно выбирать ихнюю позицию сегодня не стоит. То есть просто сегодня собирайте информацию, потому что придет момент, когда вам точно нужно будет сделать выбор, и вы обязательно его сделаете самым наилучшим образом. Также обратитесь сегодня к высшим силам, обратитесь сегодня к ангелу-хранителю, чтобы он вам помог, чтобы вам оказал поддержку и направил на путь истину. И, конечно же, друзья, молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, 24 декабря, она звучит следующим образом. Архангел Михаил, прошу тебя использовать свой огненный меч, чтобы отсечь страхи и драмы таким образом, чтобы можно было сконцентрироваться на знании, что мир повсюду во мне и сложившейся ситуации. Эта молитва, друзья, будет в описании к этому видео. Обязательно ее прочитайте в этот день, 24 декабря. Ну и, конечно, обязательно сегодня проведите уникальную практику. Если вы чувствуете, что вам сегодня тяжело в вашей жизни, люди, которые несут негатив, обязательно сегодня в любое время поменяйте постельное белье. Когда будете менять постельное белье, обязательно скажите такие слова. Белье постельное меняю, зло выгоняю, дорогу негативу закрываю, достаток и изобилие в свой дом приглашаю. Истина да будет так. И желательно, чтобы вы не только у себя поменяли постельное белье, но а также у тех членов семьи, которые проживают с вами в одном доме или квартире. То есть дети, взрослые люди. Это очень важно, потому что очень важно, чтобы все энергии были в балансе. Это
обращаем на это ваше особое внимание. Вот такой, друзья, у нас с вами день 24 декабря. Как вы видите, с одной стороны, он будет насыщенный, где-то он будет для кого-то пассивный, но ваша задача все принимать с радостью и во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: «Я принимаю все мыслимые и немыслимые блага в свою жизнь, истинно да будет так». Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.